Я не знаю, где буду жить, но знаю, где буду учиться. Я не знаю, какую работу выберу, но знаю, какие навыки мне пригодятся. Я не знаю, будет ли мир лучше, но я знаю, как найти в нем себя. 2022. Такой опыт я не просил. 23. Теперь я знаю, какой хочу. Skill Factory. Получи реальный опыт в IT. Уверенность. Психология человека — вещь очень тонкая и очень сложная. Непонятно, почему внутри нас появляется что-то, что нас всегда останавливает. Выглядеть так, как тебе хочется, заниматься тем, что нравится, познакомиться с новым человеком, стать частью новой компании, найти работу, выйти на улицу, поговорить с собой. Совершенно магически появилась и совершенно реально делает жизнь хуже. И в этом мы все с вами похожи. Похожи тем, что несчастливы. Источников нашей неуверенности огромное множество. Конечно, большинство проблем берут свои корни из детства, но не всегда. Иной раз человек воспитан в хорошей семье, все учителя его хвалили, но в итоге вырастает личность, слабо верящая в себя. На нас влияет все. Наше прошлое, наше настоящее, наши мысли, наше окружение и наши с вами действия, наша реакция на события и наш выбор наших эмоций. Но важно осознавать лишь одно. Это все в нашей голове. В голове каждого. Проблема низкой самооценки в том, что она влечет за собой сплошные ограничения. И у всех неуверенность в себе абсолютно разная. Кто-то стесняется незначительных вещей, кто-то боится меняться, кто-то останавливает себя от рисков, без которых развитие человека невозможно представить, и в жизни ничего не меняется. Сплошное ограничение. Хочу стать музыкантом, блин, а если не получится? Столько конкуренции, столько музыкантов, уже все придумано, и это так долго изучать. Хочу покрасить волосы, блин, а что другие подумают? Хочу выступать на сцене, блин, так много людей, и все меня будут осуждать. Блин, хочу познакомиться с этой девочкой, блин, но я такой урод, и как она со мной заговорит? Блин, я хочу, но я почему-то не могу. Я останавливаю сам себя. Это как смотреть на сотни дверей и каждую из них закрывать своими же руками. Закрываться от возможностей, закрываться от счастья, закрываться от жизни. А счастливый человек тот, кто уверен в себе, в своей жизни и действиях. У кого нет предрассудков, страхов. Тот, кто не боится открывать двери в поиске своего истинного пути и новых возможностей. А также не боится закрыть старую дверь и открыть новую, если изначально ошибся с выбором. Почему так важно быть уверенным? Думаю, вопрос риторический. Как я рассказывал в своем видео про комплексы, я был примером закрытого человека, который ограничивал сам себя во всем. И поэтому спустя столько лет я стараюсь помогать другим людям. Ведь моя главная мысль, что я пропагандирую, смысл жизни в своем собственном счастье. А счастье лежит через любовь к себе. Сейчас я могу себе позволить то, чего я даже боялся представить год назад. Я стараюсь чаще знакомиться с новыми людьми. Я безумно обожаю одиночные прогулки, которых я раньше всегда боялся и не мог пойти погулять вне компании друзей. Стараюсь путешествовать в одиночестве, больше ходить на мероприятия в одиночку, пробовать новое. Кажется, это звучит как что-то довольно легкое, но к этому многим из нас очень тяжело дойти, а путь бывает очень долгим. Я рассказывал эту историю у себя на прямых трансляциях. Моя ситуация была сильно запущена, что примерно год назад в парикмахерской я застеснялся взять печеньку, что предназначено для клиентов, ведь посчитал, что на меня странно и косо посмотрят. Что за придурок резко встал и пошел за каким-то печеньем? И из-за этого словил паническую атаку. А после того, как я пересилил свой страх, для меня сразу перевернулся мир. Ведь никакого осуждения не было, и на меня никто даже не посмотрел. История забавная и глупая, но неуверенность в себе – это история не про рациональность и логику. В этой моей печеньке можно отыскать метафору любого нашего страха, любого желания, которое лежит у нас на поверхности, и нам дозволено его взять. Но мы себя почему-то ограничиваем. И самое важное, чему меня научила эта печенька – никому до меня нет дела. Людей интересуют только свои жизни, свои проблемы, и обо мне они забудут в самый короткий срок, даже если перед ними сделаю самую странную вещь. Ведь все в наших головах, и осуждают нас не люди, а мы сами. И тогда, когда я ждал осуждения других людей, я боялся не того, что те люди обо мне подумают, а то, что они согласятся со мной. Ведь осуждал я сам себя.
Наверное, это самое ключевое, что следует понять всем людям, которые испытывают те же трудности и те же мысли, что испытывал я. Наверняка большинство подростков испытывают сейчас что-то очень схожее. Все исключительно внутри нас. Мы сами себя ограничиваем, мы сами себя ненавидим и осуждаем, мы сами в себя не верим. Как мы относимся сами к себе, то мы ожидаем от других людей, то мы ожидаем от внешнего мира. И только мы можем это все изменить. Изменить свои внутренние установки. Если у вас есть желание присоединиться к чату единомышленников и больше углубиться в тему изучения себя, а также формирования дисциплины, проработки прошлого и не только, ведь за это время уроков в марафоне появилось прилично, то спонсором этого видео является мой марафон «Перезагрузка», который уже повлиял на жизни сотни участников и который нацелен на изменение личности и формирование любви к себе. И я его рекомендую всем, кто заинтересован в лучшей жизни для самого себя и кто хочет найти свое счастье. Ссылка для ознакомления будет в описании. И до конца декабря действует скидка в 10% по промокоду «Новый я». А оплатить можно частями или взять пробный доступ. Не откладывайте на потом. Начните Новый год с изменения себя. Говорю о нем я не просто так, ведь в этом видео я немного расскажу о практиках, о которых также более подробно рассказывается в марафоне. Так, как стать уверенным человеком? Во-первых, посмотрите правде в глаза и определите свой тип личности. Вы человек, который стремится к изменениям и готов бороться со страхами, или человек, что привык ныть и зависим от внимания окружающих, и для которого внимание получается только через жалобы, слезы, и который, возможно, неосознанно зависим от позиции жертвы. Это первое, на что необходимо обратить в себе внимание. Ведь некоторые люди не меняются не потому, что им действительно что-то мешает, а просто они как на игле сидят от лелеяния, поглаживания по головке и ждут, когда им все принесут готовые на блюдечке. Ведь к такому шаблону привыкли с детства. В реальной жизни так не бывает. Во-вторых, сделайте себя приоритетом в своей жизни. Свои желания, свое время, свое будущее и свою позицию. И возьмите это все под свою ответственность. Перестаньте бояться обидеть других людей и как-то им не угодить. Перестаньте позволять собой пользоваться. Перестаньте делать, что вам не нравится, и также перестаньте зависеть от других людей. В вашей жизни есть только вы. Точно такой же совет: научитесь говорить «нет». Если вы начнете больше задумываться о своем состоянии и своих желаниях, и из-за этого начнете отказывать на просьбы о помощи или эксплуатации вас, начнете защищать свои границы, как только вы научитесь это делать, вы начнете меняться до неузнаваемости. И точно так же не бойтесь, если резко круг общения после этого сузится. Просто вы перестали быть удобным человеком, и некачественные люди уходят сами. В-третьих, что взаимосвязано, задумайтесь о своем окружении. Какое оно? Это люди, что не развиваются, это токсичные люди, что унижают вас или других, или окружения у вас нет как такового, проанализируйте его и измените его, если есть необходимость. Ничто не влияет на вас так же сильно, как то, чем и кем вы себя окружаете. И начните формировать опору для своего морального состояния. Сформируйте график сна и обращайте внимание на свое самочувствие, и делайте все для его улучшения. С помощью того же бота Sleepy в Телеграме, например, ссылка на который есть в описании, пройдя курс по улучшению сна и режима, о котором я уже рассказывал в видео про медитацию. К стабильному режиму внесите регулярный спорт, регулярные прогулки. В общем, начните по крупинкам формировать свою собственную дисциплину. Как бы странно ни звучал совет о нормализации сна в контексте уверенности в себе, но это действительно работает, и на это стоит обратить внимание. Здесь уже речь про нашу гормональную составляющую, поэтому стабильный сон и регулярный спорт так важен. Ведь благодаря нормальной секреции гормонов удовольствия нам проще воспринимать все остальное, в том числе себя. И думаю, также понятно, что ощущать лучше и увереннее себя будет человек, что регулярно хорошо спит и занимается собой, нежели человек с постоянно меняющимся режимом и систематичным недосыпом. Состояние вашего организма – самый основной кирпич, с которого нужно начать. Как и немаловажно воспринимать себя в адекватном позитивном свете, обходясь без крайностей. Научитесь воспринимать критику в свою сторону и адекватно ее фильтруйте и анализируйте. Эффект очень схож с навыком умения отказывать. Только тут умение посмотреть на себя со стороны. Не со стороны осуждения, когда вы всегда плохой и как я себя ненавижу, а со стороны анализа и изучения. Точно так же перестаньте бояться ошибок и полюбите их совершать. Без ошибок у вас ничего не получится. Ошибки — это самое ценное, что вы можете получить
получить. Без плохого вы не поймете, что значит хорошо. Поэтому не бойтесь рисковать. Не бойтесь выступать на той же сцене и сделать это плохо. Вы должны учиться и учиться на своих собственных ошибках. Жизнь должна вас учить. И нет ничего полезнее, чем свой собственный жизненный опыт. Ни книги, ни ролики с Ютуба настолько эффективно не учат. Главное — воспринимать их как опыт и урок, а не как фатальный конец. И также учитесь любить себя и выстраивайте здоровые отношения с самим собой. Ведь именно они закладывают основу для всех остальных. Хвалите себя за действия, старайтесь делать себе комплименты как можно чаще. Занимайтесь собой, попробуйте практику аффирмаций. От этого не стать нарциссом, но это научит свои мелкие недостатки не воспринимать как что-то фатальное, как делают многие люди с низкой уверенностью и самооценкой, а как что-то исправимое или как вашу уникальную черту, если речь про внешность, например. И ищите свою внутреннюю свободу, независимость. Научитесь быть в одиночестве и быть в гармонии с самим собой. Если вы не можете сходить в одиночку в условный кинотеатр, на улицу и боитесь остаться один на один с собой без телефона, без музыки, без чего-то на фоне, значит, это серьезная проблема, на которую вам нужно обратить свое внимание. Значит, вы зависимы от других людей и что-то заглушаете. Вы не можете расти в одиночку. Значит, вашему внутреннему «я» есть что вам сказать, и пора бы с ним поговорить. И занимайтесь своим собственным счастьем. Потребляйте больше нового и изучайте новые вещи. Делайте то, чего раньше никогда не делали или боялись сделать. Ходите на выставки, читайте интересные книги, пробуйте новые хобби, изучайте навыки. Чем вы интереснее для самих себя, чем больше ваш внутренний мир, тем вы притягательнее для других людей и тем вы увереннее в самом себе. Думаю, вам интересно общаться с умными людьми, которым всегда есть что рассказать и о чем поговорить. Так станьте таким человеком в первую очередь для самого себя. Расширяйте ваш мир. Посмотрите на свою жизнь как на персонажа из книги. И вряд ли вам бы понравилась однообразная скучная книга на несколько страниц. А главный герой книги никогда не меняется сразу. Он идет по долгому собственному пути, прежде чем стать новой личностью. Вы должны расширять свой кругозор, свое мировоззрение и свою зону комфорта. Вы должны окружать себя новыми вещами, также делая это через страх. Вам нужно сделать страх своим другом, своим помощником. Как я рассказывал в своих примерах, мне раньше было тяжело выйти на улицу в одиночку, было страшно взять обычную печеньку. Что я делал? Я переступал через этот страх и делал именно то, чего я боюсь. Где тебе страшнее всего, там и находится твой рост, там и находишься новый ты, там и находится то, что тебе нужно сделать. Это ощущается сложно, но на деле крайне легко. Просто переступить через страх и стеснение и просто сделать именно то, чего ты боишься. И чем чаще ты это делаешь, тем лучше твоя жизнь. Любовь, уважение к самому себе, поиск нового, личностный рост, дисциплина, борьба со страхом и с самим собой – это и есть ключ к вашей уверенности в себе. А уверенность – это путь к внутреннему счастью. Это легко и все лежит на поверхности. Но мало кто это понимает, и еще меньше людей готовы пойти на это. Правда, не всем суждено измениться. Столько мотивационных видео можно встретить на просторах интернета, сколько я об этом говорил, но если бы это работало для всех одинаково. В мире все построено на балансе. Есть бедные, есть богатые, есть плохое, есть хорошее. И я буду максимально прямолинеен. Лишь меньшая часть из вас будет готова измениться. Вероятно, смотря это видео, вы уже на пути к изменению себя. Вы уже знаете, что вам нужно делать, и вы боретесь с внутренними оковами. Вы хотите измениться. Но большинство посмотрит это видео, доест свой обед и выключит видео, как было с сотней других за предыдущие месяцы. Ничего не усвоив, ничего не поняв, просто бездумно потребив, оставшись заложником самого себя. Наша жизнь — это постоянная борьба, в первую очередь, с самим собой. И как вы понимаете, в этой борьбе всегда есть проигравший. Человек либо снимает свои внутренние оковы, борется со своими вредными привычками, побеждает себя и становится другой личностью, либо он сдается и сковывает себя сильнее, проигрывает и никак не меняется, проживая свою жизнь в пустоте и самообмане, постоянно ноя, считая жизнь плохой и так и не взяв ее под свою ответственность, даже не попытавшись. Хотя все силы, все возможности, тот ключ от этих целей всегда был только в наших руках. И, наконец, осознайте скоротечность жизни. Время все равно пройдет. Никому из нас не суждено жить вечно. Но люди все равно отказываются от своих желаний, отказываются от своей мечты, не меняются, не развиваются. Словно у них бесконечный запас времени. Но дело не во времени и длительности жизни, а в том, сколько жизни в этом времени. И как вы проживете эту единственную жизнь. Ответственность за вашу судьбу только в ваших руках. Вам никто не поможет, никто не скажет, как вам лучше, никто вас не изменит.
И ваша неуверенность, ваши комплексы – это лишь ваша борьба. И у каждого она своя. Как и у каждого свой собственный итог. Кто-то меняется и становится счастливым, уверенным в себе и находит себя в этом огромном мире, а кто-то дальше боится той самой печеньки, как и в моей истории. Я проходил через это и боролся очень много лет. И понимаю, что это такое. Как и понимаю, что эту борьбу можно выиграть. Но для этого нужно как минимум начать бороться. За основу этого видео были взяты практики из моего марафона, а всего в нем целых 15. Ссылка на него будет в описании. Меняйте свою жизнь, меняйте себя и будьте счастливы. Всего хорошего.